Okay, we are recording this class, so Этот курс у нас записывается, поэтому we'll primarily record the lectures, but then there will be some participation things that we may not record. собственно как, мы будем записывать лекции, а вот будут еще такие практические занятия, которые мы записывать не будем. For those of you who are new to UBI, each class you will receive a format of what the class is going to be all about, a syllabus. Из вас, кто только пришел, вы еще не знакомы с тем, что будет происходить, то есть каждый раз в начале вашего курса вам будет выдаваться описание курса, то есть то, что вы будете проходить на этом курсе. And what it does, it basically tells the purpose of the course Фактически там говорится and the requirements of the course. о требованиях курса. In this one, Вот в этом I've lost my English copy, в этой вашей распечатке у меня нет английской копии. but you will see these memory verses that you have to memorize. Вы видите, что у вас есть стихи для запоминания, которые вам нужно будет выучить. There will only be one test Будет всего лишь on один тест. Thursday, Это будет в четверг. and that test will be part of your grade. И этот тест будет частью вашей оценки. But part of your grade will be based on your class participation as well. Но отчасти ваша оценка также будет зависеть от вашего участия. And so that kind of gives you the breakdown of what percentages you need for your passing the grades. Но вот какой процент вашего участия там и теста вы видите, у вас снизу там расписано все по процентам. So I'll just let you read over that, Поэтому вы можете прочитать, что там у вас написано. and I won't try to go over all of it. Не буду пытаться вам рассказать. Because we're starting late today, we may just kind of go on and continue without taking the first break. Так как вот сегодня мы немножечко поздно начали, то я думаю, что у нас закончится этот урок, и плюс у нас не будет перемены, мы сразу начнем второй. This particular class, to me, is a fun class. Но вот как по мне, этот предмет очень веселый, очень интересный предмет. We learn a lot, but we have fun. Мы, конечно, много чего изучаем, но при этом нам будет интересно. We'll end up doing several things, like making some posters Вот в конце нашего курса вы будете делать такие большие плакаты. and having you do some assignments that you will participate with in class. И вот будут некоторые задания у вас, которые вы будете участвовать на протяжении наших уроков. The primary purpose of this class is for us to do to study what we're calling character counts. И вот основное название нашего курса это характер, это важно. Now let me explain to you at the beginning why this is so important. И я вам хочу объяснить, почему же это настолько важно. Eastern European Missions has now, or is in the process of putting together a booklet that will be printed. Вот сейчас восточноевропейские миссии занимаются тем, что составляют вот такой буклет, небольшое учебное пособие, которое они распечатают. That will be allowed to be used in all of the schools in Ukraine. Которое можно будет использовать во всех школах Украины. It's already been approved by the government. Даже государство, наше Министерство образования, оно его утвердило. It's being co-authored by 2 women. И соавторами являются 2 женщины. One is a member of the Church of Christ in Dallas, Texas. Одна из авторов – это женщина из церкви в Далласе, в Техасе. They also are approving the situation where we can teach this class. И вот также они сейчас рассматривают, каким образом можно этот предмет преподавать. And then give certificates to the people that take the class. И вот те люди, которые будут преподавать этот курс, они должны пройти семинар и получить сертификат. And then you will be able to evidently utilize this and by going into schools and teaching in schools and helping in И schools вот with после this. этого вы сможете вот эти знания применить, уже приходя в школу и преподавая этот предмет в школе. So pay attention, Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, participate, участвуйте, because it may be something that you can use as a tool to help many children. потому in our что, country. возможно, это будет тот инструмент, который поможет вам в дальнейшем помочь многим детям в нашей стране. Some of our graduates have already taught this and worked with this in some of the schools. Некоторые из наших выпускников уже преподавали вот этот курс, уже работали с ним в школах.
but in the future, hopefully, it's going to be even more so. Но в будущем надеемся, что эта программа она еще больше разрастется. You need to know up front, this is not a specific curriculum for schools. И вот я также хочу, чтобы вы знали, что вот то, что мы будем проходить, это не та конкретно программа, которая будет проходиться в школе. But what I will be doing a lot, and others from Eastern European missions Но вот will be training teachers. то, чем буду заниматься я и некоторые представители восточноевропейских миссий, это будем подготавливать учителей. And then encouraging them to go into the schools and utilize this material not as curriculum, but throughout the curriculum. И вот мы уже будем их поощрять к тому, чтобы они шли в школу, и вот этот материал, который они проходят, преподавать, но не как часть какого-то курса, то есть школьного, а просто применять отчасти на своих предметах, которые они преподают. I've been teaching this course since 1994. Я с 1994 года преподаю этот курс. I was trained in Los Angeles, California. Сам я прошел его в Лос-Анджелесе, что в Калифорнии. I've taught it a number of times in Russia. Несколько раз, очень много раз я преподавал его в России. I've had a number of psychology teachers that are psychological people from the school come and sit in the course. И вот к нам приходило очень много психологов школьных, которые тоже прослушивали этот курс. And by the time I get through, they always say, "That's very sound. И It's вот very good." под конец курса We все can они use that. сказали, что это очень здравый материал, то есть то, чем мы действительно можем воспользоваться. Teaching our young people to be ethical people Учить молодежь быть нравственными, моральными людьми, is vital это просто жизненно необходимо for the health of the country. для здоровья страны. In the United States and in Canada, В Соединенных Штатах, в Канаде, it's being kicked out of schools. это та вещь, вот, которую медленно выгоняют со школы. God is being kicked out of our То есть schools. Бога вот пытаются заместить в школе. And America is going to hurt because of it. И вот Америке придется нелегко именно по этой причине. And I think Ukraine is doing the right thing Я думаю, что в Украине происходит очень правильное направление. in saying we want our children trained in good ethical principles. В том, что мы говорим, что мы хотим, чтобы наши дети учились вот этим хорошим нравственным принципам. So let's look at the first slide. Давайте посмотрим на первый слайд. All right. One of the things that we're going to be learning about is what we call the 6 pillars of character. Итак, вот то, о чем мы будем говорить с вами, это 6 столпов характера. And by the time we get through, we want you to be able to name all of these 6 pillars of character. И вот к концу нашего курса мы бы хотели, чтобы вы наизусть знали все эти 6 столпов характера. And that you'll understand a good bit about each one of these Вы, concepts. естественно, понимали концепции, которые стоят за каждым из них. Now, the material that is being produced by EEM Материал, который подготавливается восточноевропейскими миссиями, has been done by someone else, and they have included 2 other pillars of character. вот был подготовлен немножко другими преподавателями, то есть они к этим 6 еще 2 дописали. And so we'll discuss that a little bit later on, because to me it doesn't matter exactly how many pillars you have. The important thing is that we teach character. И мы с вами об этом попозже поговорим, потому что, как по мне, то неважно, сколько по количеству столпов у вас есть. Главное, чтобы вы преподавали именно характер. All of us have values, У каждого из нас есть ценности, and we have ethics. есть этика. Actually, maybe opposite. Do control this a little bit more, but you'll be able to tell me whether it is. You don't I trust don't me? know. I just know I where. don't get my promotion anymore. Yeah, you will. But I just know which one I'm about to go through next, and I hope it's right. But I didn't like the promotion. Oh, and then, okay, so is that one values and ethics? Так вот, ценности и этика. Okay, what do we mean by values? Что мы имеем в виду, когда говорим о ценностях? Values are important beliefs and desires that shape our attitude and motivate us to action.
Ценности — это важные убеждения и стремления, которые формируют нашу позицию и являются мотивом наших поступков. Some people have better values than other people. У некоторых ценности лучше, у некоторых хуже. If I were just to ask you in class here, what are some of the values that you have in your life? То есть вот если бы я у вас спросила, какие у What вас ценности в beliefs do жизни, you have that are very important to you? какие верования в вашей жизни для вас настолько важны? Share with me. What? Это не риторический вопрос, вы можете участвовать в обсуждении. Служить Господу, Oh, serve the Lord воспитывать Okay. детей, and bring up my children. Okay. Relation. Your relationship to the Lord is a very strong value for you. С Богом это действительно очень And your важная family. ценность для вас. И вот ваша семья Okay. получается. Okay. И чтобы слова не расходились, именно поступать так, как And хочешь so, I value when words correspond with в action. своей жизни And I показывать. want to progress with my life. Okay. So you value То есть вы цените people's words, and especially if those words слова людей, Да, особенно Эту если они, любовь к Богу показывать своими and like when поступками. people express their love through their actions. Okay. So you can actually see their values in action. То есть чтобы увидеть Uh-huh. ценности Да. через Yeah. действие. Yeah. Жить и уважать себя за свою жизнь. To love, to live and respect yourself for the way you are, for your life. Okay. Mhm. И самое главное научить детей уважать страну свою и Teach взрослых. children to respect their country and adults. Родители эти должны сами этим показывать. And that's why parents have to be an example for this. Okay. All right. That's good. Это неплохо. Then these are the kind of things when we have certain values, then those become priorities in our lives, Но вот когда у нас есть определенные ценности, то эти ценности становятся приоритетами and нашей our жизни. actions begin to follow И them. наши действия, они как бы сопутствуют нашим ценностям. Some people have different values. У различных людей различные ценности. All they want is their value is money. Для некоторых единственная ценность — это деньги. So they may do everything they can, good or bad, to get money. Соответственно, человек готов делать все, что угодно, и хорошее или плохое, для того, чтобы эти деньги приобрести. And values often are statements that really don't say whether it's right or wrong. It just means that people have values. И вот ценности, в принципе, это вот что-то нейтральное, то есть не что-то плохое или хорошее, это просто то, что определяет важные для нас моменты. Now, ethics, on the other hand, С другой стороны, этика. are beliefs about moral right and wrong. Это наши убеждения, которые относятся к нравственным понятиям того, что хорошо и что плохо. A person who is an ethical person Человек, который обладает этикой, wants to make sure that their values and their moral right and wrong connect. вот очень ценит то, когда ценности и вот нравственные какие-то убеждения плохого, хорошего, они соединяются. Values are what is important to us. Ethics tells us how to pursue our values. То есть ценности — это то, что для нас важно, а этика показывает нам, как мы воплощаем наши ценности в жизнь. So let's look a little closer at what ethics are. Давайте немножечко ближе взглянем непосредственно на этику. Now, let me explain something to you too. И хотела бы вам объяснить, If I go a little too fast, если я слишком быстро переключаю слайд, understand that I'm going to give you a copy of all of these notes. вы, пожалуйста, не переживайте, потому что все эти распечатки вы получите. Now, you still need to take То есть notes, это не значит, что вы прям вот вообще будете сидеть ничего не записывать, but we'll give you a copy of what I'm giving out но now, при этом, если and вы you что-то не can just успели, combine them. то у вас будет копия вот всего того, о чем мы говорим, и вы можете просто дописать потом. Because there are some things that I say and talk about that aren't specifically in these notes. Потому что есть такие вещи, вот, о которых я буду говорить, которые не записаны здесь. То есть в слайдах их нет. Now, ethics themselves are standards of duty and virtue that indicate how we should live. Итак, этика — это нормы долга и добродетели, которые диктуют нам, как себя вести. Ethics is not about the way things are, but about the way things ought to be. Этика — это не то, как все происходит, а то, как должно происходить. An example of that would be even in our Christian life. И вот примером этому может быть даже наша христианская жизнь.
we value, say, our Christian life, Мы ценим нашу христианскую жизнь, and we know many times how we should behave, и очень часто мы знаем, как нам следует себя вести, but sometimes we don't behave exactly the way we should behave. но при этом не всегда ведем себя так, как должны себя вести. And that's why we need God's forgiveness. И именно поэтому нужно прощение Божье. We need to forgive people. Нам нужно прощать людей. Sometimes we need to forgive ourselves. Иногда даже нужно научиться прощать себя. And when we fail to live ethically, И вот когда у нас не получается жить с этической точки зрения, we need to start trying harder to do so. нам нужно постараться еще более попытаться жить таким образом. Now, be sure and remember this. Пожалуйста, запомните следующее. By the way, if I say be sure and remember И this, вот когда it'll я probably be говорю, on the text. пожалуйста, запомните следующее, то это значит, что, скорее всего, это будет на тексте. So you might want to put a big star by that. Поэтому вот там звездочку себе нарисуйте, или что-нибудь нарисуйте, чтобы вы знали, что это важно. Who is the author of ethics? Кто автор этики? Или всех этик? God is. That's right. Бог, Бог. правильно. You know, if people are left alone and they have no God and they don't believe in God, there's no real purpose for ethics. Если человек, вот он живет сам по себе, и с ним нет Бога, он не верит в Бога, то, в принципе, и цели этики тоже нет. Now, there are some people who are good people Есть люди, которые просто хорошие who люди, don't believe in God, они не верят в Бога, that are basically ethical people. но при этом вот они как бы нравственные люди, моральные люди. But often, their ethics have been learned from people in the past who have believed in God. Но очень часто вот эти нравственные убеждения, это, то есть их этика сформирована вследствие общения с теми людьми, которые верят в Бога. Sometimes they'll say, well, God has nothing to do with that. И они очень часто говорят, ну при чем здесь Бог и этика? Take God and ethical principles out of this world, and what do we have? Ну а если забрать из нашего мира этику и Бога, тогда что получится? You essentially end up with Ну, фактически, chaos. вот мы жили бы в хаосе, You правильно? know, I would hate to live in a town Мне бы where nobody believes in God, очень не хотелось жить в том городе, где абсолютно никто не верит в Бога. because there would be a real lack of ethical principles. Потому что в этом случае совсем, нам бы очень не хватало этических принципов. Now, let's talk for a moment about the idea of character. И давайте, What's that say? that's definition, right? The what? Definition. Okay, Talk definition. about character. All right. We're going to talk about the definition of character. Итак, поговорим с вами об определении характера. In the English language, В английском языке, when we use the term character, когда мы говорим о характере, говорим характер, we almost always use it in a positive sense. фактически всегда мы подразумеваем что-то хорошее. I understand that's not always true in the Russian language. Я знаю, что в русском языке, когда человек с характером, это не всегда хорошо. And that's why I wanted you to hear this definition based on the English language. Поэтому я хотела бы объяснить вам, что вот определение как бы, с точки зрения английского языка. Because if I were to walk up to you and I were Потому to что say, если я к вам подойду и скажу, you're a person of character, ты человек с характером, well, it could denote good or bad, but то есть это может быть как и хорошо, так и in плохо. my language, Но вот it когда means good. в моем I'm языке, complimenting когда you. я говорю, то есть это комплимент. I'm saying, Я говорю, Yes. молодец, you're a person of good character. ты человек с характером. But I just used the word character. Но опять же, я использую слово характер. And when we are saying that, we're looking at his or her personality, И вот когда мы говорим об этом, мы рассматриваем как бы, личность человека, but more than that, what kind of person they are on the inside. и вот даже более того, то есть вот внутреннюю личность человека. Everyone has character. У каждого из нас есть характер. But in the English language, that means good. Но вот в английском языке это подразумевает хороший характер. If we are saying a person has bad character, we'll almost always say bad character. Но вот когда Add- мы имеем в виду, что add bad to человек it. с
противным, неприятным характером, то мы говорим, что плохой характер у человека. Then when we talk about building character, Когда мы говорим о построении характера, we are talking about instilling within a person positive, admirable, ethical traits. тогда мы подразумеваем воспитание в человеке положительных, достойных восхищения нравственных черт. Now, if I'm a bad person Если я человек нехороший, and I'm wanting to do some evil things, и мне хочется сделать что-то очень плохое, неприятное, I would take all of you and try to teach you bad тогда я characteristics. попытался бы вас научить плохим характеристикам. But because I love God and I want that to be the kind of person I am, Но так как я люблю Бога, и я хочу, чтобы я был вот таким человеком, I want to install within you positive, admirable, ethical traits. я хочу, чтобы у вас развивались вот хорошие, позитивные, достойные восхищения черты характера. Now, here's something very valuable, but some people will disagree with me on. А и вот нечто очень важное, но некоторые люди могут со мной не согласиться. Nothing about character is hereditary. Ничто в нашем характере не является наследственным. Now, let me explain that a little bit. Прям даже знаю, кто не согласится. Some of you are looking like, well, are you sure Некоторые about that? заспорят, типа, I'll tell you это ты точно уверен? a funny thing that happened to me. Ну вот я, кстати, вам расскажу историю. I was teaching a group of doctors in Я Donetsk, однажды преподавал группе докторов в Донецке. and we were discussing some of И this. вот как раз мы говорили об этом всем. And after we got through, I asked if there were any questions or comments. Как всегда после курса я говорю, есть вопросы какие-то или комментарии? And one of the doctors raised his hand, И вот один из докторов поднял руку, and he said, I am a neurosurgeon, и потом говорит, что я хирург-невропатолог. and I don't believe what you said. И я не верю в то, что вы говорите. Nobody can change. Никто не может поменяться. They are either this way То есть because they were человек born this way, либо вот or такой, this way потому что because он they were таким born this way. родился, либо он будет немножечко другим, но только потому, что он таким родился. I was kind of, oh boy. Я думаю, ну вот, попал. But so I began to talk to him, and I said, well, first of all, let me say this. И я говорю, ну вот, во-первых, хотел сказать вот что. Your practice in surgery is wonderful, То есть but то, что вы хирург, и вы практикуете, это отлично. you probably don't know very many people. Но вы, наверное, знакомы с огромным количеством людей. He looked a little shocked. И вот он на меня посмотрел. I said, пошел. because in my experience through the years, I've been around a lot of people who've made drastic changes in their lives. Я говорю, что вот я в своем опыте за много лет, я встречал очень многих людей, которые просто радикально поменяли свою жизнь. And I related a story of one of those changes. That was an incredible change. И вот я рассказала ему историю That happened right there in Donetsk. одного человека, который ну, поменялся просто на 180 градусов, развернулся, и вот это, кстати, происходило в Донецке. And I said, just because a person was born with a certain brain И я говорю, что вот если человек родился с определенным там, and had a certain hereditary, и вот есть какие-то у него наследственные вещи, doesn't mean they can't change. это совсем And не do something означает, что человек in their абсолютно не может поменяться и вот как-то по-другому поступать в своей жизни. Jesus can change people. Иисус может поменять человека. That's the essence of the message of the gospel. И это вот вся суть послания Евангелия. Doesn't matter what your past life has been, how you've been raised, what your heredity may be. И не важно, вот как вы, где вы родились, то есть какая у вас была прошлая жизнь, какая у вас наследственность. God can take you at any point in your life Бог может вас взять вот в любом and моменте radically вашей change жизни your life и поменять на 180 and your thinking. градусов. То есть ваше мышление. Some of you have experienced that. Некоторые из вас на себе это прочувствовали. So, when we all got through, the head doctor of the facility И вот когда мы закончили, то главврач этой больницы, stood up он встал, and in response to the question or the statement the doctor had made, в ответ на вот тот комментарий, который высказал нейрохирург, he says, I'm here to say that Mr. Rogers is right. хотел бы сказать, что господин Роджерс прав. He said, I have written stuff on character,
Вот я писала исследование по характеру, and he says, you can change. и я могу сказать, что человек действительно может поменяться. I thought, Я подумала, ну, that was nice to have him хорошо, affirm хорошо, that что what I was человек saying was right. подтвердил то, что я говорила. Because it was a whole room of doctors. Потому что, ну, вся, I was сколько у нас wondering. было людей, все были доктора, то есть я была один единственный. But see, regardless of social background, financial status, race, or sex, when we enter the world, we enter with an equal opportunity to become a person of great or petty character. Итак, независимо от социального положения, финансового положения, расы, пола, мы входим в этот мир с равной возможностью стать человеком либо хорошего, либо очень плохого And характера. it's important that we learn to be a person of good ethical Вот character. очень важно, чтобы мы с вами научились быть людьми с этическим характером, с хорошим характером. Now let's look a little bit at why is character important. А почему же важен характер? A man by the name of Theodore Roosevelt said, to Человек, educate a person in the mind but not in the morals is to educate a menace to society. человек по имени Теодор Рузвельт сказал, что воспитать в человеке ум и пренебречь нравственностью значит воспитать угрозу для общества. In the United States, we've gone through a long period where, as a nation, we've neglected teaching character. И вот у нас в Штатах, то есть мы уже много-много лет пренебрегаем научению характера. We've said, well, it's important for people to learn mathematics, it's Мы important to говорим о learn том, что language, it's важно, important to чтобы learn человек научился математике, языкам, those kind of educational things. But, oh, let's don't talk about morals. различным вот, дисциплинам, но зачем говорить о нравственности? And as a result, as a society, we've gone further down. И вот в результате наше общество катится вниз. And the United States is in very treacherous condition right now because it's neglected to do that for so long. Штаты в очень плачевном состоянии, потому что вот этим аспектом пренебрегали долгое время. We have bogged ourselves down in what I call relative filth. Мы погрязли в том, что я называю относительной грязью. While we have been neglecting teaching character in many schools and churches, Вот пока мы пренебрегали рассказами о характере как в школах, так и в церквях, Hollywood has not hesitated to train us in degradation. Голливуд не колеблясь вел нас в деградации. Everywhere you look on television, Вот куда ни глянь по телевизору, in movies, там в фильмах, I say everywhere, most places, ну, я бы сказала, может быть, не везде, но в большинстве вот тех программ, которые можно посмотреть по they телевизору, extol and they praise lying and cheating and постоянно преподносится и превозносится обман, измены, sex without marriage, секс вне брака, homosexuality, гомосексуальные отношения. all kinds of things like that are being constantly promoted, and we are bombarded То by есть that. вот куча всяких разных негативных аспектов просто превозносится, и это нас бомбардирует со всех сторон. And what happens if we let ourselves feed on that, we begin to think, oh, well, you know, that's not so bad. И вот что происходит? То есть мы после определенного времени просмотра таких передач, мы думаем, может, на самом деле все это не так уж плохо. Look at that beautiful person in that movie. They're sure a fornicator, an adulterer, and a liar. Ну вот посмотрите на эту там прекрасную девушку, прекрасного парня в этом фильме. Ну да, он развратник, ну да, он там Well, I бандит. kind of like that person. Ну красивый же, мне нравится. Now, we do like them. То есть они нам-то We do want to нравятся. see them saved. Мы хотим, чтобы они спаслись. But often it affects our morals. Но очень часто это влияет на нашу нравственность. So we downgrade our own personal То есть morals. мы свои собственные нравственные стандарты мы понижаем. And we have just got to try to keep our moral standards as high as we can. И мы должны пытаться и оставлять наши нравственные убеждения на наиболее высоком уровне, насколько это вообще возможно. Part of this occurs because of what I call the I deserve it generation. И вот отчасти все это произошло из-за вот того, что, как я называю поколение, типа я это заслужил. And there's a lot of people today growing up with this attitude that, well, I deserve
to be given lots of things. Сейчас у нас много людей, которые растут в смысле о том, что да я заслужил, чтобы у меня было и то, и другое. I deserve to have whatever I want, Я заслужил, чтобы у меня было то, что я хочу. whether it's good or whether it's bad. Хорошо это или плохо. Here's their basic creed on this philosophy. И вот основное учение этой философии, Whatever I want, I need. если я этого хочу, значит мне это нужно. Whatever I need, I deserve it. Ну а если мне это нужно, значит я заслужил это. And whatever I deserve, I have the right to have that. Если я это заслужил, то по праву могу иметь. And I'll do anything to get it. И сделаю все, чтобы это получить. One of the guys who's made an impact, quite an impact in the United States, is a man by the name of Michael Moore. Вот один из очень известных людей в Соединенных Штатах, и человек влиятельный, зовут его Майкл Мур. When he was in college, he wrote a book called Cheating 101. Еще учась в колледже, он написал книгу, которую назвал «Азбука лжи». And what this was about, it was about, well, here's the way college students can cheat and get good grades Фактически о чем? and not get caught. О том, как можно там где-то приврать, что можно сказать, чтобы вот получать хорошие оценки и при этом тебя не поймали. And this philosophy has affected a lot of students. И вот эта философия повлияла на очень многих студентов. We may see it in a little bit different way over here. Может быть, в другой форме, но мы встречаемся с этим и здесь. I've known of several situations. My daughter-in-law is from Russia. То вот я знаком, то есть я видел несколько ситуаций, и вот моя невестка, она из России. She came to the Nets for a while, ended up getting her master's degree at one of the universities there. Она со временем переехала в Донецк, там она отучилась в университете, получила образование. And she was very upset И вот она была очень because she found недовольна it very common тем, что достаточно распространенная практика that if you want to really make a good grade, того, что если тебе нужна хорошая оценка, maybe just buy the professor a big bottle of cognac. ну вот купил коньяка профессору, и пару баллов доставили тебе. Or maybe a package of paper. Ну или там вот бумагу. Something Ну, to что? bribe him То есть что-то, into что giving you a является good grade. формой взятки, чтобы он поставил тебе хорошую оценку. Well, is that ethical? Является ли это этическим поступком? Kiddingly, I had one of the students, after I mentioned that one time, come up to me and say, well, what can I give you to get a good grade? И вот один из студентов пошутил, подошел ко мне и говорит, а что мне тебе купить, чтобы ты мне оценку хорошую поставил? I said, we don't do that at UBI. Я говорю, ну, вы Because he knew. так не получится. He was just joking. Ну, он, конечно же, шутил. But you see, those kind of things have happened in our societies and they affect us morally. Так вот, такие вот вещи происходят в нашем обществе, и это и влияет и на нашу нравственность. How many of you would like to go to a doctor Кто из вас хотел бы пойти на прием к доктору, who received his medical degree not because he studied, but because he bribed the professors? получил свой диплом не потому, что сидел учился, а потому, что просто приносил регулярно какие-то взятки профессора? I'd prefer not to have that doctor. Я бы, если честно, очень бы не хотел попасть в такого Well, доктора. anyway, this guy, Michael Moore, here's one of his famous В любом quotes случае, вот Майкл Мур that he made in the book. написал вот это в своей книге, это достаточно известное изречение. Our world is a fast-paced, survival of the fittest working zoo, Наш мир представляет собой зверинец, where the fast on their feet survive while the ethical perish. где на большой скорости происходит процесс выживания, в котором выживает тот, кто быстрее всех бежит, а отстающий нравственность. He said successful people in any profession make the necessary steps, moves, and decisions to get the job done. А отстаивающий нравственность погибает. В Да. любой профессии преуспевающие люди предпринимают необходимые шаги, действия, принимают решения, чтобы достичь цели. They separate ethics from duty. You must do the same. Они не смешивают нравственность и долг, и вы должны поступать так же. So what he's saying is, don't be an ethical person. You won't get anywhere. И он говорит фактически, что да зачем вам эта этика? Никуда, в никакую хорошую ситуацию вы с ней не попадете. If you really want to be a successful person, Хотите push быть ethics успешным? aside. Отставьте свою этику куда-нибудь подальше. Cheat. То есть
обманывайте. Now this one's not translated, but she'll translate it anyway. Well, this one doesn't have to be translated. That's a picture of Michael Moore. Ну вот так выглядит Майкл Мур. He's ended up doing a number of movies, Он несколько фильмов снял. and a lot of them are just filled with lies. И вот некоторые из них просто переполнены ложью. But that's all right. He doesn't mind Ну deceiving ничего people. страшного. Да какая разница, обманываешь человека или нет? But here's an important statement. Вот очень важное изречение. Students who cheat only cheat themselves. Студенты, которые обманывают, обманывают только себя. You're hurting yourself if you То есть, cheat. если вы обманываете, если вы списываете, вы себе же делаете хуже. So why is it important to teach ethics? Так почему же важно учить этике? Because you want people to learn to do what is right and ethical Потому что хочется, чтобы люди научились for their own поступать self-good. правильно, чтобы поступали с этической точки зрения для своего же блага. One of the ladies in I think it was the Texas legislature, made this statement. И вот одна из женщин, я не помню, где она работала, по-моему, вот в юридической какой-то фирме. And she was talking about how concerned people all over the world are about И вот the ozone layer and global warming and all these things. говорила о том, что люди сейчас ну, прям спать по ночам не могут, переживают об озоновом слое, там, о потеплении глобальном, о всех вот этих вот глобальных вещах. Now, certainly we as Christians should be taking care of our И, конечно же, environment in which we live. мы, как I don't христиане, argue with должны that. заботиться о вот, нашем окружении, то есть о том, где мы живем. But she said Но она сказала, there is a hole in the moral ozone layer and it's getting bigger and bigger. она говорит, в нравственном озоновом слое есть дыра, и она становится все больше и больше. And her suggestion was we need to be more concerned about the moral character of people И она than we do about our environment. фактически говорит о том, что мы должны больше заботиться о том, что люди становятся безнравственными, чем переживать о том, какая у нас сейчас дыра в озоновом слое. And if we build the moral character of our people, И если мы будем взращивать людей с нравственным характером, they will be more interested in taking care of our тогда environment. и им будет интереснее заботиться об окружающей среде. But the moral problem is seen in so many ways. И вот нравственные проблемы, они могут рассматриваться с самых различных точек зрения. In many schools, we see pervasive violence by and against children. Но вот, во-первых, мы как видим проявление. То есть в школах сейчас очень распространено насилие, как совершенное учениками, так и по отношению к ученикам. We see rampant teen pregnancy and sexually transmitted diseases. Огромное число случаев беременности и заболеваний, передающихся половым путем. And there's unprecedented amounts of theft and cheating and other forms of dishonesty. Ну и, конечно же, беспрецедентное число краж, мошенничества и других форм проявления непорядочности. And it's affecting our schools, it's affecting our society. И это влияет на наши школы, это влияет на наше общество. That's why building character is so valuable and И so именно important. поэтому построение характера это настолько важно, настолько необходимо. Now, here's something wonderful about the Bible. И вот нечто просто удивительное в отношении Библии. The Bible encourages good character from beginning to end. Библия поощряет хороший характер от самого начала до самого своего конца. I love this proverb, Proverbs 21:3. Нравится эта притча 21:3. To do what is right and just is more acceptable to the Lord than sacrifice. Соблюдение правды и правосудия более угодны Господу, нежели жертва. The Jews needed to know it didn't matter how many sacrifices you give, Евреи должны были знать, что не важно, сколько ты жертв приносишь. if you don't do what is right and just, Если ты не поступаешь так, как правильно, так, как It doesn't справедливо, да не важно вообще. God wants your inside to be right. Бог хочет, чтобы ваше отношение было правильным. The Bible itself is not afraid to point out bad character in its heroes. И более того, Библия никогда не скрывает плохие черты характера своих героев. For example, it talks about Abraham, lie Например, вот мы говорим об Аврааме, concerning Sarah.
Мы читаем о том, что он несколько раз She's my сказал sister. относительно своей жены, говоря, называя ее своей сестрой. Now, the Bible isn't trying to justify Abraham and say Abraham was good for doing that, И but вот it Библия не explains that even good people sometimes do bad things. Библия не оправдывает Авраама, говоря, что да ничего, ему можно. Библия говорит о том, что даже очень хорошие люди могут поступать неправильно. But the Bible also constantly tells of good attitudes and actions. Но в Библии также говорится постоянно о хороших качествах характера и хороших поступках. It also lets us know what the source of bad character is. Она также указывает на источник плохого характера. The source is Satan. Ну, а источник Sin. это сатана и грех. But it also tells us the foundation of good character. И также говорится об основании хорошего характера. And we've already stated this earlier. И мы с вами уже говорили ранее, The foundation of good character is что God. основанием хорошего характера является Бог. Now, one of the things beautiful about the Bible to me is Но that что удивительно в Библии для меня, это то, if it were written from a totally human что standpoint, если бы она была написана только исключительно вот с точки зрения человека, humans would have a tendency to hide the bad characteristics, люди очень любят какие-то плохие характеристики, ну, припрятать. especially if they're wanting to promote themselves. Особенно если это касается самих себя, если хочется себя вот показать с лучшей стороны. But God lets us know about good character and bad Но character, Бог, он наоборот, он показывает как хороший, так и and that even плохой some of the характер. great people of God И даже вот величайшие люди Божьи were sinners. тоже были грешными. David, Давид. a man after God's own heart, Человек, названный по сердцу самого Бога, committed adultery, но при этом прелюбодействовал. suffered the consequences. И потом нес ответственность за это. But there were also good things about David. Ну, в Давиде было много и хороших черт. And here is another passage, Еще один отрывок. Proverbs 21, 7 through 8. Притчи 21, 7 по 8. The violence of the wicked will drag them away, for they refuse to do what is right. The way of the guilty is devious, but the conduct of the innocent is upright. Насилие нечестивых обрушится на них, потому что они отреклись соблюдать правду. Превратен путь человека развращенного, а кто чист, того действие прямо. One of the things that when we teach this course to teachers, we tell them the Bible is a great source И вот of stories about people of good and bad character. когда мы говорим с учителями, то есть мы говорим о том, что Библия является отличным источником примеров, истории о тех людях, которые обладали как хорошим, так и нехорошим характером. And often when we're teaching children and we go through one of these Bible stories, И очень часто, когда мы преподаем детям, когда мы вот рассказываем эти библейские истории, we need to work with the children and say, okay, what were the good characteristics of this person? то есть мы должны, общаясь с детьми, говорить им, спрашивать их, вот, какие хорошие черты характера у этого человека. Were there any bad characteristics of this person and what were they? А есть ли у него плохие черты характера? Какие? And we want them to begin to learn from these biblical characters И мы good хотим, traits and bad traits and how to protect ourselves from the bad. чтобы они научались вот таким различным характеристикам, как хорошим, так и плохим, и умели их различить, умели себя защитить. So the Bible tells of evil and wrong and violence and hate, every kind of bad. И в Библии говорится очень много о зле, неправде, насилии, ненависти и о самых различных отрицательных качествах. But it also speaks of love, forgiveness, truth, right living, moral goodness, and holiness. Но при этом также говорится о любви, прощении, истине, правде, праведной жизни, нравственном добре и святости. Good character is to be praised more than outstanding talent. И вот хороший характер, на самом деле, достоин большей похвалы, чем выдающийся талант. That's true especially when we're working with children. И это правда, особенно, когда мы работаем или имеем дело с детьми. Adults as well, but Также и especially со children. взрослыми, но особенно с детьми. We were very proud of one of our grandchildren recently. Вот буквально недавно мы очень гордились одним из своих внуков. Our
smallest granddaughter, Kendall, Наша самая младшая внучка, ее зовут Киндл, who was only weighed 2.5 pounds, 1 kilo when she was born, которая, когда родилась, весила всего лишь 1 килограмм. but she's doing really well. Но вот сейчас She's ей in всё school. хорошо, она сейчас в школе учится. And her school gave her an award. The award plaque or thing was bigger than she was. Just about. И вот в школе ей вручили награду, и награда на самом деле была больше по размеру, чем сама она, But she got it но for она ее получила her kindness. за то, что она очень добрая. We called her and talked to her about it and said, И вот мы с ней boy, разговаривали, that makes us really proud as grandparents. и мы сказали ей, что вот мы, как бабушка с дедушкой, ну прям очень добрые. She might do well in sports, she might do well in some other talent thing, but Она может быть хорошо играть в каком-то спорте. what's more important is for her to be the right kind of person. У нее может быть какой-то еще талант, но самое важное, чтобы она была хорошим человеком. So when children do things that are right, Поэтому, когда compliment them. дети делают вот что-то правильно, то вы комплимент, то есть вы говорите им об этом. Most talents are a gift, Большинство талантов это дар, but character is not given to us. а характер нам не дается. This too is very important. И это на самом деле тоже очень важно. We build character piece by piece, Нам by thought, необходимо choice, courage, and determination with the help of God. строить его с помощью Бога, кирпичик из кирпичика, мыслями, выбором, отвагой, решимостью. All right, I'm going to give you some other passages of scripture where the Bible just speaks of people who give their lives to evil. И вот давайте также рассмотрим те места Писания, которые говорят о том, как люди предавались злу. Again, you may not get all this written down, but we'll give it to you. But И, возможно, вы все это записать не успеете, но, опять же, мы все это вам дадим попозже. okay, somebody read this passage, Вот Romans кто-нибудь chapter прочитайте, 8, пожалуйста, этот 5 отрывок through 8. Римлянам 8, 5 по 8. Да, вот он. Римлянам 8, с 5 по 8. Да, вы можете просто посмотреть на доску и прочтите. Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. So it talks about good and evil in this passage. То есть в этом отрывке The life говорится that's как against God, the life is walking with the Spirit of God, о хорошем, так и о плохом. И вот о жизни с Богом и жизни против Бога. and the Bible is very plain. The person who's controlled by the sinful nature cannot please God. И вот Библия очень просто все это написала. То есть, если человек ведом к своей греховной природе, то он не может угодить Богу. Okay, somebody read Galatians 5, Давайте теперь 19 through читаем 21. Галатам 5, 19 по 21. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как бы прежде предварял, что поступающий так Царствие Божие наследует. Okay, the Bible describes the sinful nature, the bad things, and it says we don't want this in our lives. И вот Библия описывает греховную природу. Она показывает те грехи, которые существуют, и мы для себя решаем, что мы не хотим, чтобы это была частью нашей жизни. And it challenges our lives to be filled with the fruit of the Spirit, И вот which is good. для нас вызов в том, чтобы мы свою жизнь наполняли плодами Духа, и это хорошо. And that's what we're trying to do in encouraging good character, encouraging people to live by these godly principles. И вот это мы и делаем, то есть мы поощряем хороший характер, мы поощряем людей жить богобоязненным жизнью по божественным принципам. Now, here's another important concept about what is character. Вот еще одна важная концепция относительно того, что такое характер. I'm going to go ahead and put it up there. It's a quote by a man by the name of Thomas Lacona. Это вот цитата из Томаса Лакони. And he says, character is knowing the good, И он говорит, что
характер — это знать, что есть добро, loving the good, любить добро and doing the good. и творить добро. As we're raising our children, the first thing that's a responsibility of parents is to teach them to know what is good. И вот когда мы растим наших детей, то первая ответственность родителей — это научить детей знать, что такое добро. When my children were very young, Когда мои дети еще были совсем this маленькие, happened with my twins. это произошло с моими близнецами. At this point in their lives, they were only about 8 months old. Вот им тогда по 8 месяцев было. Mom and dad were trying to teach them what is right and acceptable and what's not. И папа с мамой пытались научить их тому, что правильно, что приемлемо, а что нет. Children sometimes love to come into homes and they touch everything. Sometimes they break things. Вы знаете, что дети иногда приходят в гости и начинают все исследовать. Иногда там сбьют. So we were going to teach our children when they go into a home, even our own home, you are not to touch things that we tell you not to touch. И вот мы пытались научить своих детей, что когда вы приходите в гости, ну даже у себя дома, то есть если вам что-то трогать нельзя, то вы не будете. To help them learn this, we set up a small table that they could crawl up to, and there were some objects on this table. И вот, чтобы их научить, мы поставили такой небольшой журнальный столик туда, на стол поставили различные объекты, чтобы вот научить их. One of the objects on the table was a pair of little wooden shoes that wouldn't break that we got in Holland. И вот мы, когда были в Голландии, мы там купили башмачки такие деревянные, то есть они не бьющиеся, и вот мы поставили их на стол. Our son Brandon, the oldest twin, Наш сын Брэндон, это старший из близнецов, by 2 minutes, ну, старше на 2 минуты, но тем не менее. he crawled over the table И one вот day. он подполз к этому столу. His little brother Ashley was sitting over looking through some books. Его брат Эшли сидел там где-то в углу, книжки рассматривал. Couldn't read, but they loved to look through. Ну, конечно, читать 8 месяцев он еще не умел, но смотреть интересно. I was sitting on the couch. А я сидел на диване. Brandon crawled up and pulled up the table. Подползает, поднялся на стол He looked at those little shoes. и смотрит на башмачки. I could tell what he was thinking. Ну, я, в принципе, могу себе предположить, что он думает. In a moment, he said, and he had already been told not to touch Ну, them. а мы ему уже говорили, что их трогать нельзя. He reached his little hand out and looked up at me. И вот он берет ручку свою, протягивает, смотрит мне в глаза, кладет же руку на башмачки. I grabbed his little hand, Я беру его за руку, and he started crying. ну, естественно, Брэндон плачет. Now, what shocked me Но вот я был, честно говоря, в шоке. was that his little twin brother, Потому Ashley, что его близнец Эшли, stopped what he was doing, бросает все, чем он занимался, crawled right over to the table, подползает к столу looked up at me like, you shouldn't have done that to my brother, и смотрит на меня, вот читается у него в лице, что зря ты так поступил. and very deliberately И вот touched those берет и shoes, хватает looking me башмачки straight in и the eye. смотрит мне в глаза. I couldn't believe it. Я прям That was поверила at 8 months old. То есть 8 месяцев ребенку, I grabbed his little hand я взял его за руку, because I could tell it was defiance, потому что я понимаю, что он And I специально это сделал. И and so I had 2 of them crying. вот теперь 2 ребенка плачут. So at that point, see, mom and dad were trying to teach them То есть вот what we wanted them to learn that we believe was right or wrong, мы пытались их научить тому, что правильно, а что неправильно. and we never had a problem with those 2 boys touching things in other people's Тем не house. менее, вот после этого события, то есть никто, ни один из них ничего не трогал, будучи в гостях. Now, I felt very bad, Естественно, я себя очень плохо чувствовала, поэтому по поводу того, как я поступила. but at the same time, I knew that was the right thing to do because I wanted them to know what was right. Но тем не менее, я понимала, что так нужно было поступить, потому что я хотела их научить тому, как поступать правильно. Now, as children grow older, you want to move it beyond just knowing what's right. You want them to love to do what's right. Ну а когда дети растут, то нужно, вот, точнее, мы стремимся к тому, чтобы дети не просто знали, что правильно, а еще и любили то, что поступать так, как правильно. And then you want to get them to get to the point where they love, Ну а после этого, Doing хочется, good. чтобы они but doing it. любили поступать правильно и поступали. Jesus said the same thing, И Иисус то же самое сказал. and Thomas Acona was not original in this. И вот Jesus Томас Лакон на самом деле не сам это придумал. Иисус первый кто это высказал.
Said, therefore, one who hears these words of mine and puts them into practice is like the wise man who built his house on the rock. Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. You see, the wise man learns what is good. И вот мудрый He человек, loves what is good, во-первых, учится поступать правильно, любит то, что правильно, and he puts it into practice. и практикует, использует это. Someone has said, character is revealed by how you behave when you think no one is looking. Кто-то однажды сказал, что характер проявляется в поведении человека, когда он думает, что никто за ним не смотрит. Our true character is revealed by normal, consistent, everyday attitudes and behavior, not by self-conscious words or deeds and rare acts of moral courage. Наш истинный характер проявляется в обычном, постоянном, повседневном отношении и поведении, а не в сознательных словах или поступках, или редких проявлениях нравственного мужества. We need to be consistent in the way we live. Нам необходимо быть последовательными в том, как мы живем. Galatians 5:22 Галатам 5:22 through 23 по 20. suggests that we need to walk in the fruit of the Spirit. Там говорится о том, что мы должны жить по плодам Духа. This needs to be the consistent way we live. И это должно быть постоянным образом нашей жизни. I love the stories of Zechariah and Elizabeth Мне очень нравится история Захарии и Елизаветы. and the description that's made of them in Luke 1:5-6. И вот то описание, которое записано в Луки 1 главе с 5 по 6 стихи. We'll not read all of this. You can read this on your own. Мы не будем все это читать, вы можете потом самостоятельно перечитать. But I love the statement that's made in verse 6. Both of them were upright in the sight of God. Но мне очень нравится вот в 6 стихе выражение, где говорится о том, что они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам. Doing this blamelessly. Господь, поступая по заповедям и уставам Господним беспорочно. And I love the statement that's made about Joseph, who was a member of the council. I believe this is Joseph of Arimathea. Также мне очень нравится, что написано об Иосифе, вот, который был членом совета, Иосиф из Аримафеи. Love this statement made about him. He was a good and upright man. То есть говорится о том, что он был праведным человеком и что там? Добрый, правдивый человек. Important characteristics for our lives. То есть для нашей жизни это очень важная характеристика. Then in the Bible talks about men who are going to be elders in the church. В Библии также говорится о тех людях, которые являются старейшинами в церкви. One of the characteristics, he loves what is good. И вот одна из характеристик это человек, который любит добро. And he has excellent characteristics in his life. И вот его вся жизнь, она пронизана этими хорошими характеристиками. Paul shares that with Titus, and then he also shares this И он, Павел говорит это in Титу. Titus chapter 2, И также говорит 11 through 12. то, о чем можем прочитать в Титу 2 главе с 11 по 12 стихи. That the grace of God that brings salvation teaches us to say no to ungodliness and worldly passions, but to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. So the Bible is constantly promoting in godly people То есть godly things and attitudes. Библия всегда поощряет богобоязненных людях, богобоязненные поступки и отношения. A man by the name of Calvin Coolidge said, "We do not need more intellectual power. We need more spiritual power. We do not need more knowledge. We need more character." Человек по имени Кальвин Кулич сказал, мы нуждаемся в увеличении не интеллектуального потенциала, а духовного. Мы нуждаемся не в большем познании, а в большем характере. And one of the reasons why we learn that this is important, and one of the reasons why we focus on it, И вот одна из причин, почему мы понимаем, что это важно, и почему мы концентрируем свое внимание на этом, is because all that is necessary for evil to triumph is for good people to do nothing. потому что для торжества зла достаточно бездействия хороших людей. And I want to leave you with three more quotes in this lesson. И вот этот урок мы закончим на 3
таких цитатах. A man by the name of Frederick Douglass Человек по имени Фредерик Дуглас said it's easier to build strong children than to repair broken men. сказал, что гораздо проще вырастить сильных детей, чем потом отремонтировать сломанного человека. A famous German theologian said, И очень известный теолог, немецкий теолог, silence in the face of evil is evil itself. сказал, что молчание при виде зла – это и есть само зло. God will not hold us guiltless. Господь не простит нам этой вины. Not to speak is to speak. Not to act is to act. Не говорить – это уже само по себе высказывание. Не действовать – это уже действие. And he also made this statement that I think is really a great statement. И вот также он сказал вот еще одну фразу, которая, как по мне, очень важная фраза. The ultimate test of a moral society Главный тест нравственного общества is the kind of world that it leaves to its children. – это тот мир, который оно создает для своих детей. Оставляет для своих. The ultimate test of a moral society is the kind of world that it leaves to its children. Итак, главный тест для нравственного общества – это то состояние мира, в котором они его оставляют для своих детей. Now, we've gone longer in this first round, Мы с вами немножечко вот пересидели, but I wanted to go ahead and completely cover this material но как бы на этом уроке, но я бы просто хотела закончить so that we can весь see урок, чтобы мы с why вами увидели, почему building ethical people is important for our society. построение нравственных людей так важно для нашего общества. Let's take a break. Пойдемте на I think перемену. the other class is still in session, По-моему, вот другие ребята еще учатся. and when we come back, we will Но когда мы continue. вернемся,